Друзья мои хорошие, я всех приветствую на своем канале, меня зовут Дмитрий, это канал Добро Е, тема касается Евротрак Симулятор 2, именно физики. До этого многие пользуются физикой от Алекса Казака, который работал на 1.40, можно было прописать руками 1.41 и все в этом духе. Но Алекс Казак прекратил свое существование именно как мододел, то есть мод он уже своей физики не делает, и пост по этой физике был удален. Даже вот я сейчас переведу на русский, да, я нахожусь на форуме СС, где он написал последнее сообщение о том, что обновлять свой мод я больше не буду никогда, да и желание играть в эту игру у меня отпало. Рекомендую физику от Тигра, она такая же, как у меня. И вот, собственно, это физика, динамичная подвеска от Тайгера. Давайте перейдем и посмотрим, да, раз уж физика от Алекса уже все прекратила свое существование, так таковые больше он ее не поддерживает. Давайте рассмотрим физику от Тайгера, проверим, что из себя представляет. Во-первых, это официальные ссылки, это официальный форум. Мы видим, что здесь написано Dynamics Inspiration for Keyboard и Steering Wheel, версия такая-такая под 1.41. То есть физика под клавиатуру и игровые рули. Здесь есть описание, где о том, что типа реалистичная физика, там шасси, тра-та-та, кабина, раскачка, подходит под рули, джойстики и кейборды и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Под версию игры 1.41 и 1.40, надо протестировать 1.40, 1.41 работать точно будет. Connection Order, то есть это мод является с высоким приоритетом, естественно, это физика, она всегда в высоком приоритете в модификациях находится. Работает на всех show work will all default trucks, то есть работает для всех дефолтных грузовиков, которые сейчас существуют. Плюс поддержка модификаций, это RGL Scania всех серий, это Тэшка, это Ford F-Max от турок, это Mercedes от Crew, это DAF NT Mercedes, DAF 95 от XBS, это MAN 2020 SV от HBB Store, это MAN Euro 6 Master платная версия. Поддержка этой физики, да, Евро 6 от Glover, это бесплатный мод на E6. Также поддержка аддонов BDF Tandem, DAF от Вадика, и пошли Шуми, и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. Включая КамАЗ 90 от Симки, 5490, К5 от Лакоста, Highway и все, что касается Шуми, Scania Next Gen от Евгена и Volvo от Педрагона и от того же Евгена. Собственно, вот такая вот информация на данный момент, ребят. Включ, если сейчас ниже пролистаем, версия 6.3.2, сейчас уже 6.3.4, уже добавлена поддержка нового DAF XG, XG+, уже есть в дефолте, так что можно катать. По поводу установки сейчас расскажу, давайте все-таки мы с вами ее скачаем, ребята. Ссылочка Download, нажимаем на нее, нас перекидывает на ресурс Modfire, ненавижу этот, обменник, терпеть его не могу, с кучей рекламы, ну что поделаешь. Нажимаем Free Download, вот эту тему опять убираю, Download, вот, все, пошла скачиваться, скачалась. Размер маленький, всего лишь 1,5, по сути, мегабайта, то есть вообще понты. Открываем, что мы видим здесь с вами, друзья мои? Мы видим здесь две физики. Dynamics Inspiration и Dynamics Express Standalone. Давайте я сейчас вернусь обратно вот сюда, посмотрю, есть какая-нибудь информация. Как раз научу читать, а то многие не читают же ни хера. Мы посмотрим инфу, которая здесь дана в принципе. Ага, пока нет ничего, окей. Но есть такая штука под названием Redmi, то есть прочитай, если по-русски. Давайте посмотрим, что такое Standalone. Открываем Redmi, читаем. Короче, первый мод установка, второй мод вот Standalone. Написано version if you don't like the steering wheel turning slowly. Что в переводе означает, что примерно, если вдруг вам не нравится обычная стандартная модификация, из-за своей типа тяжести руля вы можете поставить версию стандартную, которая по умолчанию, это версия Standalone, то есть стандарт по сути. Если же нравится, то используйте версию просто 6.3.4. Понятненько? Надеюсь. Опять же, поддержка модификаций, грузовиков, бла-бла-бла и т.д. Итак, разобрались, да, что здесь две версии. Это по умолчанию. Если у вас там при этой физике будет тяжелый какой-то долгий руль, что ли, да, то ставите вот этот вот. Теперь по аддонам. Если уж смотреть по аддонам. Здесь ситуация такая же, как и с Алексом Казака. То есть мы ставим мод. Ну, допустим, смотрите, здесь мод. Допустим, мы выбираем с вами какой-нибудь DAF от Вадика. И здесь даже вот Connection приоритет. Первая будет у нас модель трак, допустим, DAF от Вадика. Дальше будет физика, это вот это. Основная, да, Suspension 6.3.4. Ну, или вот это, если у вас руль не нравится вам. Ставим вот этот, а потом аддон. Аддон, который в папочке в данный момент поддерживается. Вот он, DAF от Вадика. Приоритет, модель грузовика, физика, аддон к этому грузовику, чтобы не было проблем. Также по аналогии у Алекса Казака в принципе то же самое было, только у него, конечно, поддержка модификации была намного больше. Хорошо.
Допустим. И рекомендованные настройки. Здесь нету прописки определенно. Здесь просто настройка. Настройка себя представляет следующее. Sensivity, значит, чувствительность руля на середине здесь стоит. Нелинейность выкручена в 0. Интенсивность торможения в середине. Стабилизация грузовика, прицепа вот так. Значит, это типа раскачка салона, кабина и физика, жесткость, по-моему, вот как раз вот в 0. Такая себе, если честно, настройка, потому что у Алекса вот эти две настройки стояли вот так вот лесенкой здесь. Интенсивность была поменьше, трак стабилити на середине. Нелинейность и чувствительность у меня было выкручено на максимум, чтобы было руль намного плавнее. Потому что сейчас настройки по прикидке, они будут прям очень резкие. Но надо проверять, ребят, естественно, надо проверять. Короче говоря, я скачал, я уже поставил эту физику, но я ее еще не тестил. Заходим в игру и проверяем, что из себя представляет данная физика. Итак, дорогие друзья, собственно, нахожусь я уже в игре, я открыл просто профиль свой, и вот она физика под названием Dynamics Inspection 634. Подключаю пока одну, но опять же повторюсь, если у вас есть, как я и сказал, DAF, допустим, от Вадика, ставится DAF, потом физика, а потом аддон к этой физике. Надеюсь, понятно, там ума особо не надо ставить. Ну, конечно, найдутся люди, которые не смогут поставить, но все же. Это знаешь, как у меня... Знакомый вызывал окна ставить, и пришли таджики ставить окна. И когда они ему поставили, он спрашивает у таджика: ну ты как поставил окно пластиковое? Криво или ровно? Он ему говорит: криво-ровно, криво-ровно. Ну вот как бы, знаешь, из этой серии. То есть рассказать я рассказал, но люди один хер не поймут. Бывает такое. Ребят, DAF у меня сейчас перед вашими глазами. Ну, давайте рассмотрим физику, в принципе. Что из себя представляет. Единственное, сейчас клавиатуру, кстати, по умолчанию сделаю клавиатуру, потому что у меня сейчас настройки, скорее всего, рулевые. От руля я сейчас сброшу их. Да, по умолчанию вообще вот автомат вот так вот сделаю. Да, и в принципе все. Давайте настраивать, наверное. Давайте настраивать. Сейчас посмотрим, что из себя представляет физика. Как написано там было... по настройкам, да, физики. Ну, начнем с рулевого управления. Ну, во-первых, здесь чувствительность руля была вот так на середине, нелинейность была в 0. Спускаемся ниже, здесь настроек нету, поэтому это все в игровом процессе. В игровом процессе мы с вами видим какие настройки. А у меня, кстати, такие же почему-то стоят, я не знаю почему. Но давайте по-новому. Да, интенсивность торможения была вот так, как раз стояла в середине. Устойчивость грузовика и прицепа чуть ниже середины получается. Где-то одна вот жесткость в 0. Это тоже в 0. Вот такие настройки были по всей вот этой хрени, короче говоря. Ну, допустим, пускай будет, наверное... Вот так, сейчас автоматический запуск поставлю. Давайте загружусь я сейчас и проверю, что из себя представляют вообще эти настройки. И как себя ведет вообще грузовик, хотя бы дефолтный при таких вот этих всех вещах. Где-то я посреди дороги стою, хер его знает где. А что у меня мышка не работает, непонятно, короче. У меня в салоне мышка не работает. Что-то реально мышка не работает. А, бред какой-то, хрен его знает. Короче, что это хотел? G-трафик, я сейчас уберу трафик в 0. G-трафик 0. Что-то правильно, реально в салоне мышка не работает. Бред какой-то. Запускаю двигатель. Ну, давай посмотрим, он снаружи. Морда закидывается очень сильно. У Алекса не так было по поворотам. Да, руль уходит дальше, ну, как бы, поплавнее, что ли, чем должно быть. Как бы плавненько. Раскачка прям по кабине видно. Крены, видите, какие? Вот я сейчас делаю. По салону. В принципе, аутентичность какая-то именно по казаку есть. Но, блин, как не валяшка. Давай резкое торможение. Непонятно, подождите, неправильно это сделал. Давай сейчас мы чуть разгонимся. Раскачка более-менее присутствует. Давайте из салона. Морду закидывает вверх. Стоп. Ну, раскачка есть, но снаружи, конечно, это выглядит топорно. Блин, ну так его задирает морду, это жесть просто. Где вы такое видели? Слишком мягковато. Я бы, наверное, в настройках сейчас бы, ребята, знаете, что сделал? Я бы все-таки в настройках управления игрового, да, где у нас там стабильность прицепа, я бы все-таки жесткость ароматизации где-то вот так, что ли, жесткость подвески, вот чуть-чуть бы я... накинул бы сверху, что ли. Хотя по торможению, в принципе, нормально. Как бы, ну, нет проблем. Прописывать ничего не надо, как в Алексе, да, здесь она изначально. Вот сейчас уже меньше закидывает морду.
Ну, стало лучше, конечно, лучше. Ну, блин, эту морду закидывал. И, блин, как этот, я не знаю. Во, вот это я понимаю. Вот пришлось чуть-чуть, две настроечки поменять. Чуть-чуть накинуть. Хорош вообще. Так, что у нас, значит, с лесополосой какой-нибудь, да, и вот какие-нибудь... ну, поребриков здесь нету так такового, к сожалению. Да, в принципе, что их проверять-то особо? Ну, давай день здесь попробую сейчас. Ну... Да нет, вполне себе, кстати. Покачивает, в принципе, по вот этой всей штукенции. Подвеска отрабатывает. Ну, как альтернатива Алексу. Ну, вполне себе, кстати. Ну, вполне себе, ребят, на самом деле. Опять же, повторюсь, если у кому-то не нравится вот этот вот руль, который такой сильно жесткий, плавный, ну не жесткий, а именно по плавности он слишком такой, знаете, думает долго. Я к такой привык. Для руля это самый огонь. То, да и для клавы, кстати, на клавиатуре еду, блин, грузовик держать на полосе одно удовольствие с такой вот настройкой. Прям шикарно, не знаю. Ну, резкий тормоз, ну-ка. Нормально. Ребят, особо показывать нечего, если честно. В принципе, каждый сам для себя проверит эту физику у себя на компьютере и посмотрит, как себе он представляет. В принципе, похожесть на физику от Алекса Казака имеется. Ничего, такая физика вполне себе достойна. Единственное, вот как я и сказал, вот эти две настройки жесткости, кабины и самой подвески все-таки надо чуть увеличить. Ну, сильно клюет. Ну, капздец, как клюет она вот так вот. Машина просто, как неваляшка какая-то. При таких настройках все четко, абсолютно. То есть, я сейчас попробовал, да, вот то, что как это у Алекса сделано. Его настройки, да, вот. А там, по сути, две настройки чуть-чуть подкрутить, и уже совсем другой результат, уже более плавно, более грузовик сильно морду не закидывает, и при торможении также плавно. Не вот это зарывается прям в мордой в асфальт, а потом начинает скакать, как дурачок. Нет, он, в принципе, плавненько и начинает потом свое какое-то такое вальяжное покачивание. Вот такая физика, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете по ней. Надеюсь, понятно по установке. Катайте на здоровье. С вами был Дима, канал Добро Едет. Увидимся вновь, до здравия и стримах. Удачи. Пока.